Совсем крохотный рыжий котенок горько плакал, сидя посреди улицы огромного города. Хозяин выбросил его, когда шел на работу. Бесконечный поток людей шел мимо, не обращая никакого внимания на трагедию маленькой жизни. Котенок бросался вслед за прохожими, пытаясь привлечь к себе внимание, но всем было не до него. Котенок уже потерял всякую надежду на человеческое сострадание, он уселся в траву, где попытался согреться. «Ой, какой хорошенький!» Вдруг послышался нежный голосок где-то над головой. Котенок не мог поверить своему счастью. Неужели кто-то решил забрать его с улицы? Он тут же принялся громко мурлыкать и тереться мордочкой об руку этой доброй девушки. А Юлька засмеялась. «Ты посмотри, какой подлиза, знает, как подход к девушке найти. Ну что, друг, пойдешь ко мне жить?» Котенок снова принялся урчать и довольно щуриться. Девушка рассмеялась и, обняв малыша, отправилась домой. Юля была молодой девушкой, которой ни на кого было рассчитывать, кроме как на саму себя. С ранних лет она оказалась в детском доме, после чего ей удалось поступить в институт. Поначалу жить приходилось в общежитии, где было весело, но назвать это домом вряд ли было можно. Через 2 года государство выделило ей однокомнатную квартиру. Юля изо всех сил старалась сделать свое новое жилище уютным, и ей это удалось. Вскоре появился парень, тоже детдомовский. Возможно, это и сблизило молодых людей на первом этапе. Однако, как выяснилось позднее, Кирилл вовсе не разделял стремление своей девушки добиться чего-то в жизни. Жить нужно здесь и сейчас. Часто он любил говорить, оправдывая свой разгульный образ жизни. Чем больше Юля пыталась сражаться за жизнь своего парня, тем становилось хуже. И в конце концов, случилось то, чего девушка боялась больше всего. Кирилла посадили в тюрьму. Теперь она его совсем не узнавала. Вместо веселого симпатичного парня на нее смотрел высохший молодой старик, в глазах которого читалось лишь одно желание достать очередную дозу, и ради этого он был готов переступить через любого. Поняв всю бесполезность своих попыток вернуть Кирилла к жизни, Юлия приняла трудное для себя решение и прогнала его. Парень ушел, не сопротивляясь, его уже давно не интересовала совместная жизнь. Теперь Юля уже полгода жила одна. Она уже начала привыкать к спокойной, размеренной жизни, без скандалов и драк. А сейчас у нее еще появился новый друг. Этот крохотный рыжий котенок, который нуждался в ее помощи и заботе. Познакомив кота с его новым домом, девушка принялась приводить его в порядок. Промыла ему глаза, избавила от блох и других паразитов, и даже купила специально для него отдельную миску. И рыжик превратился в настоящего домашнего кота. Резвость молодого котенка постепенно сменялись вальяжностью и размеренностью взрослого кота. Теперь это был большой, красивый рыжий кот с довольной мордой. Но что не изменилось в этом животном, так это его преданность и благодарность той, которая однажды подобрала его с улицы. А Юля, помимо учебы, начала еще и работать, так что свободного времени было совсем немного. Уходила девушка рано утром, а возвращалась уже под вечер. Рыжик подолгу сидел на окне, вглядываясь в проходящих внизу людей, поджидая свою хозяйку. А когда наступали выходные, Юля старалась отоспаться в обнимку со своим пушистым другом. Кот, словно чувствуя это, старался не тревожить свою хозяйку, довольно мурча под боком. Но эта суббота пошла не по плану. Еще и 8 утра не было, как в дверь вдруг начали звонить, а потом сильно стучать. Девушка подпрыгнула от неожиданности, не понимая, что же случилось. Рыжик тоже с перепугу запрыгнул на шкаф, оттуда наблюдая за всем происходящим. Юля подошла к двери и, не спросив, кто там, тут же ее открыла. И это было ее роковой ошибкой. Кто-то более сильный тут же оттолкнул ее внутрь квартиры и захлопнул за собой дверь. «Кирилл!» – удивленно выдохнула девушка. Больше года она уже не видела своего бывшего. Лицо его сильно изменилось. Не осталось и следа от того улыбчивого, доброго юноши, которого она когда-то полюбила. «Что, не ожидала?» Обнажив почерневшие зубы, улыбнулся он. Кирилл схватил девушку за горло
и силой ударил о стену. Юля даже закричать не могла, его рука крепко сдавила ей горло. Пришло время за все рассчитаться, любимая, злобно прошипел он, склонившись над ней, будто для поцелуя. Или ты думаешь, я все это время, что с тобой жил, просто так на тебя батрачил? Ремонт тебе делал, да порядки наводил, прокричал он и швырнул девушку на пол. У меня нет денег, все еще сидя на полу, пыталась она объяснить своему бывшему, что он и без того знал. Но тот, еще больше разозлившись, схватил девушку за волосы и поднял с пола и сказал: как это нет? А если найду? Телефон свой давай и ноутбук тоже, и попробуй только в полицию позвонить, да я же тебе на ремни порежу. Оттолкнув Юлю на кровать, он без зазрения совести начал лазить по ее шкафам, складывая все, что ему понравится, в сумку. Не выдержав, девушка кинулась на него с кулаками. «Уйди! Это не твое! Это я заработала!» Понимая, что без компьютера и телефона она не сможет дальше ни учиться, ни работать. «Ах ты, дрянь! Ты еще и дерешься?» Ну, сама напросилась, повалив девушку на пол, подонок размахнулся, чтобы со всего размаха ударить ее кулаком. Но в этот момент за его спиной вдруг раздался оглушительный вопль. Парень, не понимая, что происходит, резко обернулся, и тут прямо ему в лицо со шкафа кинулся Рыжик. Кот изо всех сил вцепился в рожу негодяя, заставляя того взвыть от боли. Кирилл вскочил, двумя руками схватил кота и оторвал его от себя. Все лицо его было в крови, едва не пострадали глаза. Рассвирепев, парень попытался пнуть Рыжика, но тот сейчас больше походил на дикое животное, нежели на домашнего котика. Он весь распушился, став похожим на огненный шар, его глаза пылали каким-то животным бешенством. Издав дикий вопль, кот вновь атаковал своего противника, вцепившись ему в ногу и прокусив мышцу. Кирилл вновь заорал от боли, пытаясь стряхнуть с себя этого бешеного. Однако Рыжик не успокаивался. Юля, не ожидавшая такой реакции от своего кота, жалась в комочек, ожидая, чем закончится эта битва. К своему стыду, парень решил бежать от этого защитника. Схватив сумку с награбленным, он кинулся к дверям, чтобы побыстрее скрыться, но тут подъехал вызванный соседями патруль полиции. Долго еще смеялись над горе-грабителем в полицейском участке. Еще бы, не каждый домашний кот заставит вора спасаться бегством. А вот Юля было ни капельки не смешно. Она поняла, что теперь рядом с ней есть существо, готовое отдать за нее все свои 9 жизней. И от этой мысли на сердце становилось тепло и приятно, а слезы сами собой начинали катиться по ее щекам. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю.